Судьба Аятоллы снова в центре внимания. Появились новые подробности о том, где он и что с ним. Война, мир и их цена. Арабских шейхов просят раскошелиться. Сумма астрономическая. Потери немыслимые. СМИ режима вынуждены признать факты. Россия воспользовалась международной ситуацией. Захватчики пошли в большой штурм на 7 направлениях. Виктор Орбан на мушке. Кто готовил покушение на премьера Венгрии? Терпение лопнуло. К давлению на Иран присоединилась большая и влиятельная страна. Спецоперация началась. В одной из стран ЕС запустили донецкий сценарий. У Мадуро в камере появится сосед. На кого из президентов точит зуб Вашингтон? Об этих и других событиях к утру воскресенья 22 марта. Самые важные события прямо сейчас. Нефта, Украина, Россия, Беларусь и мировой контекст. Новый верховный лидер Ирана Муджтаба Хаминеи снова в центре внимания. С момента ликвидации его отца он ни разу не появился на людях. В СМИ не появлялось ни видео, ни даже аудиозаписи с наследственным аятоллой. Его единственное после избрания обращение зачитывали работники режимного ТВ. И причина может быть одна – он серьезно ранен. Как сообщает израильское информагентство Курсор-Инфо, состояние Хаминеи-младшего критическое. Сообщается об ампутации ноги и серьезном повреждении мозга. Он находился сначала в реанимации одной из больниц Тегерана, затем его перевели в другую. Некоторые оппозиционные источники утверждают, что пациента уже отключили от аппарата ИВЛ. Официальных подтверждений нет, Тегеран хранит полное молчание. Война или мир? И за то, и за другое нужно платить. Трамп выставил огромный счет шейхам за оба варианта. Об этом в эфире телеканала Аль-Акария заявил оманский журналист Салем Аль-Джахури. По его словам, цена вопроса $5 триллионов за продолжение войны, за ее остановку вдвое дешевле. Но есть важный нюанс. Это пока только заявление одного источника. Официальных подтверждений нет. Правда, и опровержений пока не слышно. Если о судьбе нового аятоллы ходят только слухи, то потерю огромного числа высших офицеров режима подтверждают его же СМИ. Государственное агентство Ирана опубликовали большой список убитых руководителей Басиджа, одной из важнейших силовых структур Исламской Республики. Именно она топила в крови январские протесты. Среди погибших командующий Галаремза Сулеймани, его заместитель Азим Эсмаили и глава разведки Исмаил Ахмади. Всего в списке 15 высокопоставленных офицеров. Индия включается в кризис на Ближнем Востоке. Премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с президентом Ирана потребовал сохранить свободу судоходства и безопасность морских путей. Моди прямо осудил атаки на критическую инфраструктуру. По его словам, такие удары бьют не только по региону, но и по мировым цепочкам поставок. Ранее глава индийского правительства раскритиковал удары Ирана по энергетике Бахрейна. Индия дает сигнал: терпеть дальнейшую эскалацию никто не собирается, слишком высока цена. Пользуясь ситуацией на Ближнем Востоке, Москва решила отыграться на украинском фронте. Армия агрессора пошла в один из самых масштабных штурмов на Лиманско-Боровском направлении. Российские войска попытались прорваться сразу в 7 местах. Но наступление захлебнулось. Подразделения 3-го корпуса ВСУ остановили врага всего за 4 часа. Итог – полный разгром. Кроме того, поражены 5 орудий и хваленая огнеметная система «Солнцепек». Выведены из строя более 400 захватчиков. В 3-м корпусе признались, к этому наступлению врага готовились 1,5 месяца и встретили его уже по плану.
Покушение на Виктора Орбана. Такой сценарий разработали не где-нибудь, а в Москве. Российская разведка якобы предложила инсценировать покушение на премьера Венгрии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренний отчет СВР, который попал к европейским спецслужбам. По данным издания, в прошлом месяце в ведомстве Сергея Нарышкина начали бить тревогу из-за резкого падения рейтингов Орбана. Сценарий был простой – перевести выборы с темы экономики на тему безопасности. В итоге покушения не было, но сам факт такого предложения говорит о ставках. Кремль опасается потерять ключевого союзника внутри ЕС. Пресс-секретарь Орбана не ответил на запрос журналистов издания о комментарии насчет отчета СВР, а Дмитрий Песков назвал материал дезинформацией. Планы Европы отказаться от российской нефти и газа трещат по швам. Как пишет Bloomberg, ЕС может отложить запрет из-за войны против режима Аятолл и блокировки Ормузского пролива. Еще недавно европейцы рассчитывали на Ближний Восток, но теперь поставки под угрозой. Иран не открывает пролив, а удары по энергетике в регионе только усиливают кризис. После атаки по катарскому газовому хабу восстановление может занять до 5 лет. Рынок уже реагирует. Цена газа в Европе за день подскочила на 32%. ЕС боятся инфляции и рецессии. А Москва, наоборот, получает бонус. Дорогая нефть напрямую подпитывает ее военную машину. В Иране заявили о новой атаке на ядерный объект в Нетензе. Тегеран обвинил в ударе, цитирую, американско-сионистского врага. При этом власти утверждают, утечки радиации не произошло. Угрозы для населения нет. Тем временем попытка Ирана ударить по базе США и Британии на острове Диего Гарсия обеспокоили многих. Ракеты не попали, но сам факт, что режим способен дотянуться до целей на расстоянии 4000 километров, это тревожный сигнал. В издании Defense Express считают, что речь идет о ракете Хорамшахр-4. Аналитики считают, что под ударом может оказаться почти вся Европа. Спокойно спать может разве что Португалия, но в зоне досягаемости и другие страны. Раньше Тегеран утверждал, что его ракеты бьют максимум на 2000 километров. Теперь стало очевидно, что это было ложью. Американское командование в свою очередь заявило о новом рекорде. Об этом отчитался глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Всего 2 дня назад армия США нанесла самый дальнобойный удар полевой артиллерии в истории боевых действий армии, применив высокоточные ракеты. Этот удар уничтожил иранскую военную инфраструктуру, продемонстрировав беспрецедентную дальность действия и разрушительную мощь вооруженных сил США. Правда, никаких подробностей адмирал не привел. Сценарий Донбасса запустили в Эстонии. Сначала мемы и котики, потом Народная Республика. В соцсетях начали раскручивать идею отделения Нарвы от Эстонии. Власти прямо говорят, это операция России. За последний месяц появились аккаунты, где Нарву подают как отдельное государство. Контент выглядит безобидно. Шутки, картинки, ирония. Но линия одна. Мы не Эстония. Именно так в свое время начиналась раскачка Донбасса. В Эстонии реагируют жестко. Спецслужбы предупреждают об уголовной ответственности. МИД подчеркивает, это провокация и попытка расколоть общество. Пока это только информационная атака, но цель очевидна – посеять сомнения и протест там, где раньше его не было. Третья мировая война уже идет. Таким мнением поделился президент Сербии. В интервью газете «Берлинер Цайтунг» Александр Вучич заявил, что все уже идет как раньше. Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась. Если вы посмотрите на Первую и Вторую мировые войны, вы увидите, что обе изначально начинались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую. Не забыл Вучич и о войне, которую затеял Кремль. В конфликте между Россией и Украиной тоже нет конца. Если проанализировать ситуацию трезво, то станет ясно. Может быть, Россия не может выиграть эту войну, но вряд ли может ее проиграть. Государство с ядерным оружием нельзя победить на поле боя.
Ранее Александр Вучич признался, что его правительство купило китайские ракеты для будущей войны с соседями – Хорватией, Албанией и Косово. Они, мол, только и ждут момента, чтобы напасть на Сербию. Не прошло и 3 месяцев со дня эффектной поимки Николаса Мадуро американским спецназом, как нечто похожее засветило еще одному президенту. Лидер Колумбии Густаво Петро оказался под прицелом американских прокуроров. Как пишет The New York Times, в США уже начали уголовное расследование в отношении руководителя этой латиноамериканской страны. Проверяют возможные связи Петро с наркокартелями и финансирование предвыборной кампании. Расследование ведут сразу 2 офиса в Манхэттене и Бруклине. Подключены специалисты по наркотрафику и силовые структуры. Официально обвинений нет. Сам Петро все отрицает. Дональд Трамп ранее неоднократно атаковал президента Колумбии, но после его визита в Вашингтон и личной встречи президент США прекратил эти выпады. Но, похоже, что-то снова пошло не так. Вашингтон уже несколько месяцев душит Кубу топливной блокадой, но теперь коммунистический режим ответил похожим образом. Гавана отказала посольству США в поставках топлива для генераторов. 2 контейнера с топливом уже задержаны в порту. МИД Кубы прямо заявил, Вашингтон сам устроил блокаду и не может требовать ресурсы, которых не хватает самим кубинцам. Власти назвали запрос США бесстыжим. Посольство Соединенных Штатов уже предупредило о возможном сокращении персонала. Инициатор войны намекнул, что планирует свернуть операцию. Врагов режима убивают уже на улицах Европы. Падение самолета под Москвой. Пропавший генерал вышел на связь. Война, торговля не помеха. Вашингтон снова щелкнул по носу Путину. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.